Друзья, приветствую на канале. Сегодня готовлю кето-торт шкатулка белково-заварная. Торт подходит для всех, кто не употребляет глютен и сахар, либо кто придерживается низкоуглеводного питания. А все особенности рецепта смотрите в рекомендациях. В яйца добавляю эритритол, который я предварительно пробил в блендере, и соль. Вымешиваю миксером на высоких оборотах, чтобы эритритол полностью растворился в яйцах. Добавляю сметану, всю миндальную муку, соду. Перемешиваю миксером до получения миндального теста. Противень для выпекания смачиваю водой. Сверху выкладываю пекарскую бумагу и фиксирую пекарскую бумагу на противне. Далее выкладываю все миндальное тесто, а затем распределяю тесто влажной рукой, чтобы тесто не прилипало к рукам. Если у вас есть небольшая скалка, можно также смочить скалку водой и распределить тесто по площади противня. Противень с тестом убираю в морозильник на 15-20 минут. После охлаждения натыкаю корж вилкой. Убираю противень с коржом в заранее разогретую до 190 градусов в духовку на 20 минут. Готовность выпечки проверяйте по внешнему румяному виду. Для приготовления крема в сотейник с целлюлозой вливаю воду, добавляю лимонную кислоту. Перемешиваю, чтобы до закипания аллюлоза основательно растворилась в жидкости. Если вы не придерживаетесь кето, вместо аллюлозы можно использовать обыкновенный сахар. Если вы используете эритритол в качестве подсластителя на белково-заварной крем, есть риск, что он может кристаллизоваться. Поэтому с ним работайте очень осторожно. С аллюлозой такое не происходит. Аллюлоза максимально имитирует сахар, и с ней очень просто работать, она не кристаллизуется. В белок добавляю чайную ложку аллюлозы. Вы можете добавить эритритол. Взбиваю на высоких оборотах миксера до пышной яичной пены. Увариваю сироп до 120 градусов и вливаю тонкой струйкой во взбитую меренгу, вымешивая на высоких оборотах миксера. Корж выпекся, сверху выкладываю пекарскую бумагу, устанавливаю решетку и переворачиваю сверху вниз. Снизу осторожно отделяю пекарскую бумагу. И в таком виде оставляю на решетке до остывания. Как только он остынет, убираю в холодильник для охлаждения. На остывший корж выкладываю клубничный джем без сахара. Вы можете использовать любой джем или ягодную прокрутку без сахара. Выкладываю большую часть белково-заварного крема и осторожно распределяю белково-заварной крем. Прорезаю по середине торт ножом и складываю торт следующим образом. Сверху выкладываю оставшийся белково-заварной крем и осторожно распределяю крем по всей площади торта. Убираю торт в холодильник для напитывания и стабилизации минимум на 5 часов. После холодильника украшаю торт малиной. Вы можете украсить торт любой ягодой, которая у вас есть в наличии. Дополнительно украшаю торт шоколадом. У меня это горький шоколад в произвольном порядке. Друзья, торт по данному рецепту получился очень вкусный, с ярким вкусом миндальных коржей. Друзья, спасибо, что смотрите мой канал, ставите лайки, пишите комментарии, делитесь моими рецептами в своих социальных сетях. И увидимся в следующем видео.